не отдать ума врагу. Сегодня я хотел бы говорить более общим порядком. Всякая мысль, которая не соответствует по духу заповедям Евангелия, есть грех. И мы должны избежать его. А как избежать? Когда появляется в наш действии мысли какой-либо, тогда мы кричим: «Господи, исцели мой ум! Господи, исцели мое сердце! Господи, исцели всего меня! Ты видишь, как я терзаюсь, когда меня как раба мучает мысль, бессмысленная по существу. Молю тебя, защити меня. Ты знаешь, что у меня нет другого желания, как только жить по заповедям Твоим. Заповедь Твоя есть наивысший закон для всего моего бытия, и временного, и вечного. Ты дал мне полюбить заповеди Твои. Ты дал мне свет Твой, чтобы видеть красоту божественной жизни. И ныне спасай меня от власти страшных похотений. Так можно начать беседу с Богом против страсти. Иногда это может быть монолог, иногда это принимает форму диалога. Пример редчайших диалогов в жизни Вселенской Церкви – это тот, что когда Сильван держался нападениями врагов, тогда как всей силой души своей хотел молиться чисто Богу, сказал Христу: «Ты видишь, я хочу молиться Тебе, но враги мне мешают». Господь сказал: «Гордые так страдают всегда». И тогда диалог: «Господи, научи меня, как я могу смиряться?» И короткий, но действительно трагический и сверхтрагический ответ: «Держи ум твой в аде и не отчаивайся». И это относится к науке. Как мы можем прожить день или ночь без греха? Всякая страсть человеческая, поскольку она принадлежит к миру тварному, имеет свою форму, свой образ, свою энергию. И когда мы говорим о верховном уме, который руководит нас при помощи благодати в этой невидимой брани с врагом, тогда получается, что мы таким путем, такой молитвы, монолога или диалога, выходим из беседы с врагом и начинаем беседу с самим Богом. Этот переход от беседы со страстями к беседе к Богу, вот что важно. И если мы все время беседуем с Богом, то, конечно, Бог станет содержанием нашей жизни. А сам в себе Он есть извечная жизнь, никогда же умоляемая. И по мере того, как борясь со всякой страстью, будь то плотская страсть, будь то сребролюбие, будь то властолюбие, будь то сластолюбие,
и так далее, все равно принцип по существу остается один и тот же. Не отдать ума врагу,